Самые красивые елочные игрушки здесь, в центре Варшавы, около центрального железнодорожного вокзала, возле торгового центра «Злотые Тарасы», а по-русски «Золотые террасы», находится магазин «Бомбкарня». И здесь самые роскошные, да-да, не побоимся этого слова, елочные игрушки, шары и фигурки ручной работы, сделанные с большой любовью польскими мастерами. Мы заходили уже в этот магазин в прошлом, 2023 году, и вы можете посмотреть наш рассказ об этом магазине. Ссылочка будет в описании. И можете сравнить, изменились ли модели. Кстати, там мы рассказываем и о ценах на эти чудесные игрушки. Да, в России этот бренд известен под названием Камозия. А у кого-то есть эти чудесные игрушки? Пишите в комментариях. Ассортимент сногсшибательный. Пока мы были в магазине и снимали видео, прошло очень много покупателей. Поддержите нашу работу подпиской. Это будет очень здорово. Спасибо всем. Продавцы, не покладая рук, паковали и паковали заказы. Игрушки прекрасно продаются. Сайт вы также можете посмотреть в описании. Слышали забавный диалог польского пана с продавцом? А вот эта игрушка у вас есть? Нет. А это? А эту надо было покупать в августе. И вообще, многие модели проданы еще в мае. Вот так. Какой забавный индюк. Все ручная работа. Несмотря на то, что цены на шары стартуют в среднем от 25 евро, ажиотаж на них большой. Вот посмотрите, какая роскошная работа, сколько мелких деталей. Давайте просто полюбуемся на эту красоту.
Магазинчик небольшой, но очень уютный. И игрушки на любой вкус и цвет. И не просто шары, но и фигурки в национальных костюмах, сказочные персонажи не только польских легенд, но и персонажей наших любимых с детства сказок. Ганса Кристиана Андерсена, Шарля Перро, братьев Гримм. Все это вы увидите дальше в видео. Это наше пока самое длинное видео на канале. А вы любите смотреть длинные видео? Или все же предпочитаете более короткие? Легендарный дракон из замка Вавель в Кракове. Вот этот набор стоит 100 евро. Вот как раз парные фигурки в национальных костюмах разных земель Польши. Фабрика чтит народные традиции. Прекрасная, четкая проработка деталей костюма. А больше такие фигурки вы можете посмотреть в нашем прошлогоднем видео. Эти милые сердечки стоят 14 евро. В елочных игрушках показаны не только национальные наряды, но и узоры вышивки. Вот это краковская.
какой тигр! 42 евро. Елочные игрушки отправляют по почте вот в таких бумажных спагетти. Доставка работает аккуратно и быстро. Вот эта малиновая красота. 26 евро. А это уже кашубская вышивка. Кашубы живут на Балтике в районе Гданьска. И раз уж зашла речь о Гданьске, у нас есть роскошная серия видео о доминиканской ярмарке в Гданьске. Приглашаем посмотреть. Получите огромное удовольствие. На ярмарке увидите много шикарного фарфора и не только. Но что-то это мы отвлеклись. Смотрите, какие яркие, эффектные слоны. Ангелы 44 евро. А почему рождественские цвета зеленый и красный? Зеленый, ну это понятно, елочка. Вечно зеленое дерево, вечная жизнь. А красный? А это цвет огня и силы, цвет Иисуса Христа. На Руси красный – это красивый. Красная девица – значит красивая девица. А праздничные наряды на Руси издревле шили из красного шелка. И солнце у многих на Руси тоже ассоциировалось с красным цветом.
Вот и пошло выражение «красно солнышко». Вот игрушки в красивых упаковках. И написано «Комозия». Вертеп с золотой звездой 58 евро. Мы зашли на сайт магазина, очень много игрушек уже продано. И, что самое удивительное, цены чуть-чуть выше, чем вот в оффлайн-магазине, вот в этом в Варшаве. Выбор здесь, конечно, роскошный. Вот этот шум, который вы слышите, это продавцы пакуют и пакуют игрушки. На наш взгляд, это самые роскошные, самые красивые игрушки ручной работы, которые делаются в Польше. А здесь уже наборы из сказок. И просьба не трогать руками. Наборы очень элегантных, симпатичных деревянных ящиках. Белоснежка и 7 гномов. А это, видимо, Буратино. Лиса Алису, кот Базилио. А кто-нибудь знает, при чем здесь кит? Роскошная расцветка гирлянды. Это все ручная работа. А в интернет-магазине сказочные наборы уже проданы и, видимо, давно. Как говорится, готовь сани летом. А сказки просто прекрасные. Щелкунчик, Красная шапочка, Золушка, Гензель и Гретель и даже Репка уже проданы, нет в наличии. Сказку «Щелкунчик» так вообще фабрика делает 4 разных набора. Интересно, если бы не гениальная музыка Петра Ильича Чайковского к балету, стала бы сказка Гофмана главной рождественской сказкой. И мы действительно попали в сказку, в волшебный мир елочных игрушек. Прекрасно понимаем фанатов, коллекционеров елочных игрушек. Глаза разбегаются от этого великолепия. Хочется взять просто все. А у вас есть игрушки от Комозии? А какие вам нравятся больше всего? Поделитесь впечатлениями.
И белочки, и енотики. А вот эти милые мишки Тедди, они такие добрые и уютные в теплых свитерочках. И француз, и англичанин, и скандинавец. А Лимончик это, наверное, итальянец? Как думаете? Сегодня мы постарались на славу. Сняли, наверное, все игрушки, что есть в этом магазине, чтобы уже, весь ассортимент был. Нам будет приятно,
если вы поддержите нашу кропотливую работу подпиской. Приглашаем! А вот эти вкусняшки, пирожные, торты по 13-18 евро в интернет-магазине уже все раскупили. Магазин очень уютный. Все красиво представлено. Елка большущая при входе. И все же надо быть очень аккуратным. Это же стекло, чтобы случайно при съемке не задеть игрушки. Не быть слоном в посудной лавке. У художников фабрики прекрасное чувство цвета и гармонии. Но прелесть же, и пусть вас не удивляет, что рядом с елочными игрушками стоит вот такой петушок. Фабрика делает украшения праздничного стола и к Пасхе. А новогодние шары не только круглые, но и овальные, яйцевидной формы. Какой роскошный ландыш в жемчугах! Магический фиолетовый и королевский синий, и изумрудный зеленый, и, главное, золото, золото побольше, чтобы сияло, сверкало, как солнышко, и всех восхищало. Рождественское новогоднее сочетание красного и зеленого.
при входе корзиночки, лукошки. Позаботились. В них удобно складывать выбранные игрушки. Смотрите, какие. Ручная тоже работа. Вот набрал игрушек и на кассу. Эту красоту мы с вами уже видели. А это адвент-календарь. Кажется, стоит 77 евро. Мы в восторге. Побывали в сказке. Впечатлений море. А как вам? До новых встреч. Пока.